Привет, дорогие друзья, мы на канале Na'Vi Junior Dota 2, с вами, как всегда, Яна. Совсем недавно закончились открытые квалификации во второй дивизион DPC, наши парни принимали в них участие, по сути, они стали первым боевым крещением для нашей пятерки. В силу того, что, к сожалению, в Украине все еще огромная проблема с электроэнергией, Юра ПМА и Тарас Годзиджус приехали в Киев, дабы отыграть эти квалификации с нашего буткемпа. И прямо сейчас мы узнаем, как же они прошли для нашей команды. Вам приятного просмотра, ну а мы начинаем. Привет, Юр. Привет. Тут, по идее, мы должны были с тобой гулять по нашему буткемпу, показывать зрителям, как все выглядит. Но, к сожалению, у нас нет света на БК, поэтому мы в студии. Но в любом случае, вы там успели прожить чуть более недели. Угу. Как в целом тебе наш буткемп? Насколько тебе там комфортно находиться и тренироваться все это время? Ну, там в целом неплохой, но есть одна проблема. Он полностью на электричестве, и ничего не сделать, если электричества нету, а его постоянно выключают, и, по сути, ничего не меняется, что дома, что тут. Но он в целом, если был бы свет постоянно, он, был бы супер офигенный. Угу. Как вы там расположились? Ты живешь вместе с Тарасом или вы по отдельности живете? Мы живем по отдельности, потому что нас только двое, и я живу один в комнате, где, по идее, должно жить 2 человека, если не ошибаюсь. Там 2 кровати, и я живу один в большой комнате. А не было мысли вместе заселиться? Пока что не было. Ваня живет все это время вместе с вами на буткемпе? Да. Насколько я знаю, Ваня тебя самостоятельно вообще забрал с Трия, привез в Киев, а Тарас уже приехал на следующий день. Чем ты занимался до приезда Тараса? Играл паблики. И просто играл паблики? Да, мне показали игровую комнату, я сразу же себе выбрал компьютер и сидел себе играл. Тарас, расскажи, какой был лично у тебя настрой перед этими квалификациями? Я чувствовал ты какое-то дополнительное напряжение из-за того, что ты у нас гейм-лидер, и тебе нужно координировать, коммуницировать и давать мейн-колы во время игры. Какой был настрой? Настрой был победить. Даже не знаю, как я себя чувствовал, вообще не волновался на самом деле ни в одной игре. Не было волнения, только в целом был настрой победить, да. Волнения за то, что я гейм-лидер, не было. Нам, казалось, как будто мы 100% выиграем эти квалы вообще без шансов, по результатам на КВшках до выключения света. Но так получилось, что как получилось. Я с вами находилась все это время, с самых первых дней квалификации, и настроение, что на буткемпе, что в Дискорде, было просто замечательным. Вообще не было видно, что вы волнуетесь или переживаете. Но, как показала первая игра, волнение все же было. Может быть, не у тебя, но, возможно, у твоих тиммейтов. И вот игра против Team Head. Как думаешь, в какой момент и что именно пошло не так? Против Team Head мы проиграли 2 линии очень сильно. Там в целом у нас пик был играбельный довольно-таки. Там был Сларк, ДП, Бист, у нас была дровка. Мы могли победить ту игру. Мы проиграли просто 2 линии очень сильно. У нас на 5-й минуте упал Мидтавер. Потом та ситуация с Вардом, который стоял 8 минут на клифе, тоже очень сильно порешала. У нас все мувы через Кентавра не удались из-за этого. Мы жмем смог на этом Варде, он не снимается. И Бист доджит все наши смоки, и играть было довольно трудно. Я могу сказать, как я чувствую, что как будто драфт реально у нас в разы слабее. Еще сильно ошибалась на линиях, на миде и на топе. У нас в боте вроде бы проблем не было, если не ошибаюсь. Я там топ-1 от вас бегал, но у меня такой герой, что трудно что-либо делать. Там еще лаг жесткий был с Вардом, который 7 минут там не достал вообще, чуть-чуть вообще, там радиус 50 где-то не задел центре, и там все наши действия видно были. Там вообще в теории даже выиграть нельзя было из-за этого центра. Мы не должны были проигрывать линию в топе, и Ричард не должен был умирать в миде. Мы это на реплее смотрели. Просто немного не повезло, первый матч, волновались по ходу. Где-то кнопки не дожимали, тоже бывает. Так что довольно трудно было играть. Понятное дело, как обычно игроки реагируют на поражение. Это всегда негативные эмоции, не самый приятный опыт, будем откровенны. А насколько сильно повлияло первое поражение на ваш настрой перед следующими играми? И видел ли ты по другим ребятам, по тиммейтам, что они диктуют из-за этого? После первого дня квалификации у нас был второй день, да? Мы играли КВ, мы проиграли все 6 КВ, без шансов абсолютно. У нас
аутдрафтили все. Мы не знали, как нам играть, как нам комфортнее играть. Ну, типа, потому что мы месяц не тренировались вообще вместе. Ну, да, мы даже паблики с Юрой очень мало играли. И, типа, не могли мету прочувствовать никак. Ну, было грустно, но, типа, сразу же наш Ричард, даже, если не ошибаюсь, Ричард заколил всем не грустить и, типа, подготовиться к next колам, а грустить тогда, когда уже, типа, шанса уже не будет никакого. А так у нас еще 3 кола впереди, и, типа, что с этого луза, типа, лучше вывести, ну, типа, какие-то выводы сделать, что вот бис нас так жестко накрыл, типа, давайте что-то с этим делать, и все. В частности, перед игрой с Pelago Gaming, мы это сегодня уже обсуждали, когда ехали на студию, что вы смотрели какой-то мотивирующий ролик в Дискорде все вместе, дабы настроиться перед этой игрой. Да, нам перед игрой Тамер кидал мотивирующие тиктоки и решил включить видео. Мы не пожалеем ни себя, ни других в этой игре. Мы вцепимся в этот дюйм зубами, потому что мы знаем, сумма этих дюймов и есть разница между победой и поражением. Но в целом, да. Это видео много чего дало тоже. Тогда переходим к следующему Best 3 против Сигмы. Как сам думаешь, почему такой результат? Что повлияло на этот результат? Недостаток времени на подготовку, волнение, переживания или просто соперник в тот момент был индивидуально сильнее? Недостаток времени на подготовку, ну, мне кажется, что у нас драфт в разы хуже. То есть у нас был такой разговор, что я начал ныть в Дискорде, что у меня просто тренд каждую линию типа выносит просто. У меня типа очень плохая игра из-за этого. И мы начали думать, ну, какой-то ответ на этого ферстпик тренда. И я просто предложил, типа, просто его, ну, накрыть Тимбером. Ване, типа, плюс-минус понравилось, и все остальные, типа, поддержали, и мы решили попробовать взять Тимбера. Вроде бы мы даблпикнули с Тини, если не ошибаюсь. И нас просто накрыли 8-м бэтрайдером. Вообще, в целом, по игре было очень трудно играть мне из-за этого бэтрайдера. И, по сути, можно сказать, что из-за этого и проиграли. Из-за чего проигралась игра? Из-за файта в миде, где у нас умер Стас. Потом мы решили драться без Стаса и проиграли очень сильно файт. Там умер я, умер Тимбер вроде. Ну, все умерли. И после этого стало трудно играть в игру. Третья квалификация, по сути, проходит по такому же сценарию, что и предыдущие. Мы хорошо начинаем, опять забираем Creep Gaming, и вот в шаге до выхода в закрытой квалификации мы снова вылетаем. Вот матч с командой Team Surplus. Мы же должны были его, по сути, забирать. Что произошло? Почему не вышло? А в первой карте у нас был супер жесткий аутдрафт, и мы супер жестко их, типа, на линиях повсюду, типа, их вынесли у нас. Ну, вообще по карте мы хорошо двигались. И что-то как будто все подумали, что мы уже выиграли эту бо-3 после этой первой карты, и все как будто расслабились, мы начали уже рафлить, по сути. Второй драфт у нас был супер ужасный, типа... Вроде бы я там на Дарксире бегал в Венчу, Морфлинг, а там вообще трудно было, по сути, играть. Невозможно, можно сказать. Вот касательно драфта второй карты. Вы пикаете Ember Spirit, когда видите, что соперники пикают Байтрайдера. Ну, это нормально. Эмбер хорош бета. Там мы ошиблись 18-м пиком, мы взяли Вайда, хотя мы должны были брали Урсу. И я думаю, у нас игра была бы лучше. Еще мы берем 24-го Дарксира. Думали, что он хорошо постоит в Венчу Морфа. Но, видимо, там тоже ошибки на линии были.
когда пикнули героев, типа, сразу был майндсет, что мы, типа, если затянем немного игру, то есть, ну, до поздней игры дотянем, то спокойно выиграем. А поздняя игра не настала, нас просто снесли, и мы начали готовиться к третьей игре. Все уже начали себя винить, что немного расслабились после того, что подумали, что, типа, против нас, ну, проходные, так сказать. На третьей карте немного уже тильтанули. Да. Уже понимали, Сильно что... тильтанули, вот прям сильно. У нас был хороший драфт, и мы очень сильно выиграли линии, кроме бот-линии. Но в целом мы просто ошиблись очень сильно по макро в той игре. Мы не забирали тавера, мы бегали за врагами, что, ну, неправильно просто. Там в один момент был жесткий анлак в боте, и Урса с БКБшкой убила меня, и там еще пару героев, и она из-за этого там получила кучу нетворкса, кучу XP. И уже после этого момента уже все немного так, ну, испугались за игру, потому что уже у Урсы было, по сути, одно Battle Fury, а уже стало там куча нетворкса, и типа уже в целом было трудно играть, но еще можно было играть. Потом в топе там файт был, не помню какая минута. Там, по сути, лично моя ошибка, потому что я мог просто нажать ульт блинк в Бистмастера, единственного героя, который меня контролирует. Но я решил прыгнуть в стапов, и меня зарорили, и убила Урса. И уже дальше играть было очень трудно, нас перефармливали, и рошаны уже не наши были, но мы все равно до конца пытались, но не получилось. Просто неправильно сыграли. И потом потерялись по карте просто уже. Ну, на самом деле мы просто после 20-й даже... Мы все, что делали, это бегали за врагами, мы не особо понимали, что мы делаем. Возможно, не хватило просто опыта в таких ситуациях, не хватило практисы. Мы просто, типа, не знаю, сыграли не как команда, как в паблике, просто начали бежать за всеми, а враги сыграли как команда, нас приняли за такую тупость, и все. На этом можно грустить начинать. И вот заканчивается третья квалификация, мы проигрываем с счетом 1-2, причем игру, которую должны были забирать, и завтра стартует четвертая квалификация. Какое настроение лично у тебя и в целом у команды? Да все что-то... Я даже не помню тогда, вот какое из всех настроение было. Я типа... Ну, на самом деле, я не сильно тильтовал, я вообще не тильтовал, как будто я вот посмотрел, вроде бы даже мои союзники тоже не тильтовали, а были настроены просто развалить четвертую колу. Типа, ну, бывает, третью проиграли, четвертая есть в запасе, ничего страшного. Тяжело было, на самом деле, уже четвертую колу играть. И морально, и физически, и в целом, когда уже в два раза в шаге уже отлетаешь. Типа, против Сигмы и против Сюрплюс. Начинается четвертая квалификация, вы выигрываете первый матч и прекрасно понимаете, что впереди у нас Unholy Амбер. Очевидно, не самый удобный, самый комфортный, не самый слабый соперник, тем более в начале этой квалификации. Как прошла эта игра для вас? Ну, я стоял в очень трудную линию наликания в Нагу, все, что могу сказать по себе. Я у других не спрашивал союзников, мы пару раз в Discord зашли после этой игры, но больше... Мы про эту игру даже не обсуждали, но я могу сказать про себя, что стоял в трудный матчап, но все равно, типа, свой нетворс набрал в целом. Как будто что-то у нас проблемы со штормом внезапным, каким-то снайпером. Вы не ожидали, что его могут пикнуть?
на этой карте? Не, мы ожидали его увидеть, мы не ожидали, что он так много импакта от него будет, что он типа подобрал все активные руны, и с этими активными рунами в боте убил снайпера там кучу раз, а снайперу некуда деваться с бота, он хочет стоять, защищать бот-вышку с трентом, и так получилось, что я на тренте пытаюсь против Наги как-то отпушивать топ, а в это время просто моих 4 союзников убивают в боте, и я не знаю, что, по сути, по карте делать. Я дальше стоял, фармил, купил себе домик большой, потом уже плюс с драконом плюс-минус уже отпушивал Нагу. И там какие-то файты были глупые потом, и нас уже просто зажали по карте из-за того, что у нас такой драфт не очень атакует, и нас просто сильно перефармили, и когда они уже там нафармили 30 тысяч нетворкс, они просто прыгнули под Т4, и нас всех убили без бэбэков, и мы написали ГГ и тильтанули жестко. Ваш винрейт со снайпером составляет 33%. Почему вы его продолжаете дальше пикать? Ну, на самом деле, та игра со снайпером должна была побеждаться против Surplus, где мы играли. Там мы очень сильно ошиблись на драфте. Во второй мы должны были побеждать, а в первой, ну, снайпер был хороший. То есть в 2 играх из 3 снайпер был хороший. Но мы просто плохо сыграли во второй игре. Не знаю, снайпер — это хороший герой. Хорошая закрывашка без сту. С какими вообще проблемами пришлось столкнуться вам на протяжении этих квалификаций? У нашего капитана Станислава Митрошкина за 3 часа до квалификации загорела видеокарта, и он живет в каком-то селе, если не ошибаюсь. В Португалии, да. Да, и типа у него нету комп-клубов никаких, и единственное решение этой проблемы был это мамин ноутбук, который тянет доту в 20 FPS на минималках. С Дискордом это вообще ужас, а в файтах там по 10 FPS. Ну, это тоже сильно повлияло как будто, что Стасян мог намного лучше сыграть, если бы у него просто комп был, но у него не было компьютера. Несмотря на результат, доволен ли ты в целом своим перформансом на этом турнире и записал ли ты себе что-нибудь условно в заметки, над чем нужно поработать, что нужно пофиксить в индивидуальной игре? Своим перформансом я недоволен на этих квалах, в целом, как и многие в нашей команде. Я только... На самом деле в нашей команде сыграло только 2 человека хорошо на этих квалах. Это Стас и Ричард. Остальные сыграли довольно плохо. Какой матч запомнился тебе больше всего? И с кем было сложнее всего играть? Больше всего запомнился матч как раз-таки против Surplus, который мы проиграли 3-й. Очень много думал я об этом матче. На самом деле, ну вот он запомнился. То, что мы его, очень сильно отдали игру, которые должны были победить. Запомнился больше всего против ЕНТ Сигма, вроде бы, да, у них такой ник. Игра, где мы были с Медузой. Там, короче, мы как-то жестко камбэкнули, камбэкнули же преимущественно на ХГ своем. И просто в Дискорде настолько такой ор был, настолько крик, что вообще было очень смешно. Я просто сидел, меня тогда убили, я просто смотрел, как они бегут чуть не под Т4 и настолько орали, типа, настолько поймали какой-то вайб жесткой катки, что, вот это сильно запомнилось. А самый сложный соперник был самый первый как будто. Они сыграли настолько правильно, что даже не было шанса на камбэк. В других квалификациях мы там могли просто лучше как-то кнопки нажать и так далее. А первая квала, первый матч, просто сильный аутдрафт, нас сильно по карте, они хорошо по карте поделились и вообще не ошибались, и типа, мы ничего сделать не могли, было очень трудно играть. Вообще невозможно как будто выиграть было. Какие планы на Новый год? Играть в дот. Если будет свет, правда? Да, если будет свет, то играю в дот. Юра планирует праздновать Новый год в доте. Какие у тебя планы на новогодние праздники?
Планы тоже типа, играть в Вместе с доту. Юрой. Да. Играть в доту, да. Будем надеяться, что у меня будет свет Мгм. и что я смогу играть. Скажем так. Хорошо, тогда уже в конце, по традиции, ты можешь сказать пару слов всем фанатам, болельщикам, которые прямо сейчас смотрят это видео и которые болели, переживали за вас на протяжении всех квалификаций. Всех с Новым годом. Друзья, вот на такой вот позитивной ноте мы заканчиваем наше видео. Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить, ставьте нам побольше лайков. И, конечно же, всех с Новым годом. Берегите себя и желаю всем мирного неба над головой. С вами был канал Na'Vi Junior Dota 2. Пока-пока.